Всем привет, друзья, с вами Арлекин, и на моем канале вы сможете найти множество образовательного контента по данной игре «Земля туманов», и большую часть контента будет снимать игрок Борис. Он является одним из сильнейших игроков в данной игре. Он недавно сделал свой обзор замка, видео будет в подсказке и по ссылке в описании. Всем доброго времени суток. Подписчики просили записать видео о том, как наносить максимальный урон новым боссам двум, каких героев использовать, донатных и недонатных, или их комбинация. Сейчас мы это рассмотрим. Вот сейчас текущий босс. Для его прохождения нужно использовать 3 героев. Я вам покажу сейчас оптимальный самый вариант. Это Фелиция, Уэсли, который есть у всех. Его можно сделать 6 звезд из сундуков, которые вы получаете за ворота. И Феб, которых у всех есть 5-6 звезд. То есть он у всех игроков, которые играют без доната, сейчас 80 уровня. У него хороший урон по области, в целом из-за его звездного уровня у него высокий урон, и поэтому эти 3 героя, они есть у всех игроков. Вот эти вот, видите, это люди, которые вообще не донатят в игру. У всех Фелиции есть 75 уровня, 70, даже 80 вот человек играет, не донатя в игру. Поэтому эти 3 героя. Какого героя вы выбираете в поддержку, это тоже очень важно. Вы должны выбрать Конрада. Вот, надеюсь, в вашем альянсе есть игрок, у которого Конрад хорошо прокачан. У нас в топовом альянсе всего лишь вот 75 уровня Конрад. Было бы идеально, если он был бы 80 уровня, тогда вы можете с такой комбинацией нанести боссу свыше 90 миллионов урона. 85 я нанес где-то с 3-й попытки. Давайте я сейчас вам покажу. По поводу снаряжения, вот без доната я уже все обновил до эпического. Есть уже 2 вещи легендарного, это просто чисто рандом, который мне отсюда выпадает. Время выполнения не зависит от уровня вашей таверны, хотя эти вещи, они как бы в таверне расположены. Можно так листать. Поэтому на фермах и на основе везде время одинаковое. Ну вот уже видите, здесь вот есть, значит, 2 раза я объединил, 2-й уровень, уже лимит 70. Так вот, лимит 50 у обычной вещи эпического класса. Вероятно, редкость легендарная будет уже после объединения с еще одной вещью, наверное, после плюс 3. Пока такой информации нет, но посмотрим. Когда накопится, увидим. Я думаю так, то есть 3-й это будет последний, потом уже прокачка до легендарного. Давайте рассмотрим героев. Обратите внимание, даже у фиолетового при максимальной прокачке, то есть 80 уровень 6 звезд, урон такой же, как у легендарного героя 5-звездочного, даже выше, то есть 75 равен 80-му эпическому герою. Вот, выбираем войска дальнего боя в такой последовательности именно, то есть Фелиция, Уэсли и Феб. Нажимаем начать, сейчас покажу того героя. Вот, выбираем Конрада 75. И здесь вот самый главный старт. Вот, уже повезло, то есть должно быть первое... Вообще должно быть 2 подряд синих, минимум синих улучшения. Ну, ладно, пусть будет так. Синий-зеленый, я сейчас просто показываю для видео. Выбираем, в первую очередь, пока что качаем навыки всех героев. Здесь можно выбрать перезарядку навыка. Блин, вот не везет, видите, все время улучшение предлагает зеленый. Так что сейчас у нас, вероятнее всего, не будет максимального урона здесь, на этом боссе. Вот, здесь хорошо выбираем. Далее, так как мы выбрали героев, которые наносят у нас урон по области, в большую часть времени вы должны находиться, вот здесь можно выбрать плюс 2 к навыкам, вы должны находиться вот здесь, на гидре, то есть прям на ней, и она будет получать больше урона. Так, еще плюс 2 к навыкам. Все, теперь мы будем качать конкретно уже, да, вот героев, навыки героев. Далее, вы должны оставлять на будущее вот эти вот яблоки, которые восстанавливают вашу жизнь. Оставляйте их как можно больше на карте. Так, вот, опять становимся сюда. Здесь выбираем, дальность уже у нас есть, выбираем минус 15 к перезарядке. Когда вы прокачаете навыки всех героев, сюда выбираете вот это, то есть, по сути, все навыки будут ежесекундно работать, не будет никакой паузы. Будет бить постоянно по боссу и носить как можно больше урона. Уже сейчас у нас 34. Кстати, да, благодаря вот этим вот всем улучшениям, мы можем сейчас новый рекорд поставить, потому что 2 раза подряд выпало усиление навыков, вот тут то легендарное. Вот сейчас уже можно будет подлечиться, вот так. Но в этот раз мало в целом выпадает этих яблок на лечение. Что-то маловато, я не вижу больше. То есть было вот одно. Далее выбираем 5 войск здесь в поддержку. Они как бы на себя будут принимать часть урона. Вот меня заботит, что нету сейчас... Видите, нету хп, и мне очень мало осталось жизни. Поэтому мы сейчас не сможем идеально пройти, то есть оставаясь на боссе, прямо внутри него. Так как максимальный урон, когда вы, как я вам сказал, внутри босса находитесь. Но вот у нас нет... Смотрите, что он делает. И я не могу потерять сейчас этого героя, Уэсли. Придется вот около него вот так вот ходить. Ну, вы видите принцип, то есть уже неплохо.
Уже 70 миллионов, то есть нормально, нормально. Вот, если было больше этих лечилок, то, соответственно, мы бы сейчас поставили новый рекорд. Но я прям по границе здесь бегаю. Ну вот, уже выше всех, то есть давно, причем давно выше всех. Там у нас где-то минута, и я уже побил рекорд донатера топового. Вот, 78 миллионов. И, то есть, вот, видите, тогда у меня было много лечения, я находился внутри босса. Вот, мне повезло тогда. Сейчас мы увидели, что только одно яблоко выпало. Тоже здесь рандом, то есть по-разному всегда встречается в этих сундуках. Такое сочетание героев. Все время я беру первое место, я уже привык к этому. У нас дают за это вот 30 по 100, 3000 VIP, это очень хорошо. Главное, ускорение дают много, 30 часов ускорений. Очень важно занимать именно первое или второе место, потому что, как можете видеть, разница большая. То есть вот топ-3 только нормальные награды. По сути, топ-1 и 2. Вот. Потом уже идет 18, 16 часов ускорения, 14. Я даже на ферме топ-10 сделал. То есть я с фермы слабыми героями напал, у меня топ-10. Сейчас немножко подкорректировалось. Вот. Нет, вот я до сих пор топ-10, обратите внимание. Один раз я напал с фермы, вот. Могу вам сейчас показать, какие герои здесь использовал. Значит, вот. На фермах вам советую качать Елену, тоже на дальний бой, потому что на Уэсли будет мало фрагментов у вас, а Елена падает постоянно сундучки с ворот. Даже если вы не участвуете на воротах, у вас будет копиться сундуки. На первом у меня их очень много было, там больше 100 на каждом аккаунте. Далее, выбирайте Барнаби, тоже он без доната у всех 5-6 звезд, по крайней мере у меня на фермах при активной игре. Там было событие на него, когда он выпадал, испытание недели. Дальше у всех на фермах Фелиция, минимум 3 звезды. И Конрад — это герой поддержки. Вот такое сочетание, вы спокойно выбьете 44 миллиона, это в каждом королевстве топ-10, максимум топ-20. Дальше следующее видео, включение будет с новым боссом. Для вас это 1 секунда, для меня это почти 7 часов. Так, ребят, для вас прошла 1 секунда, для меня 7 часов. Вот, я получил награду за первое место, никто меня, конечно же, не догнал. И сейчас мы сразу снимем видео по прохождению второго босса, какие герои я использую. Здесь сохранился мой предыдущий набор. Оптимальный вариант. Объясню, почему. Значит, опять же, смотрите, Фелиция есть у всех. Дальше, Уэсли есть у всех. Я его качнул до 80 уровня. Он на фермах 5 звезд точно есть. Феп у всех есть, 5-6 звезд. Дальше, Конрад есть также у всех, 3-4 звезды. Здесь на усмотрение, то есть можно менять, выбрать другого героя, например, вот Елену, про которую я вам показывал. Я выбрал Пегги. Кстати говоря, возможно, сейчас я выберу именно Елену, чтобы посмотреть, сравнить... да, на этом аккаунте я ее не качал. Да, я бы выбрал бы ее, вот она у меня 6 звезд, и прокачал бы до 80 уровня. Но сейчас весь опыт я коплю на новых героев, то есть нам должны разработчики дать возможность нанять Малика и Луну, героев S3. Все пожаловались на это. Сейчас у всех королевств герои S4, без возможности нанять на дальний бой S3. Вот, так что мы ждем, что они выйдут как-то из этой ситуации, не проигнорируют, потому что очень много людей написал разработчикам и модераторам. В общем, поэтому здесь можно выбрать Елену, если бы я прокачал ее до максимального уровня. Я вам покажу, вот, Пегги, она будет наносить гораздо меньше урона, чем Елена 6 звезд. Так что вы ее качаете на 6 звезд, и у вас будет еще выше урон, чем в моем видеоролике. Вот, также, если у вас есть Малика и Луна, именно 80 уровня, но это, понятное дело, для донатеров, то вы ставите их. 3 звезды не подходит, нужно, чтобы было 5 или 6 звезд. Далее, я ставлю здесь Свена, потому что, опять же, он у меня 5 звезд. По атаке героя ставил. Вот, Дольче Белу я не ставил, именно Свена. Дальше Дарий идет, он у меня сейчас 5 звезд, но вот урон хороший, 6000. И еще Барнаби идет, урон 5000. Также я могу прокачать его до 80-го, но не трачу опыт, к тому же я на первом месте всегда, как бы нет смысла сейчас тратить опыт, потому что у меня стоит вот этот вот Дарий и Феб. Барнаби я не ставлю на защиту. Ну и последний раз поменял героя на Джинши, здесь стоял у меня другой. Вот это вот Гуарани была, она наносит хороший урон, если только 6 звезд. Если 4-5, не ставьте ее. Вот, также я мог поставить сюда Дольче Белу, но все-таки она наносит, по карте бегает такой типа крот, поэтому он наносит малому количеству врагов урон. Кого поймает, того нанесет. И так что, а здесь у нее вокруг крутится тоже больше получается задеть врагов и результативнее в Дженши. Она также есть у всех, кто активно был на ивентах, давно 6 звезд у всех есть. Давайте мы сейчас по своим текущим составам посмотрим. Здесь, как я говорю, выбираем с вами Конрада. Для этого босса то же самое делаем. И сейчас смотрим, чтобы повезло. Здесь чуть-чуть подольше. Да, везет, то есть сразу нам дали фиолетовый бонус. В первые секунды очень быстро бегаем, собираем всех героев, прям максимально быстро, как вы можете. Ну, принцип тот же самый. Вы не собираете... Так, здесь выбираем пока что фиолетовое. Фиолетовое и здесь тоже фиолетовое. Значит, принцип точно такой же. Мы оставляем лечащие предметы.
Этот босс бьет не так сильно, как тот. Так, собираем. Вот, оставляем мы эти яблоки. Так, все отлично. Так, еще вот Дарья. Хорошо. Я выбрал +2 коронка героев, опять же. Так. Отлично. И последний герой Джен-Ши. Все, теперь быстренько фармим опыт. Вот, качаем Дарья. И сейчас уже будем подходить. Так. И Барнаби еще осталось. Так, Конрад. И... еще Пеги. Мы забыли про Пеги. Тоже важно сейчас качнуть. Так. Чуть-чуть нужно побыстрее все собрать. И уже около босса прям стоять. 80 секунд. Возможно, придется заново. Не знаю, сейчас посмотрим, как нам повезет. То есть опыт. Вот. Так. 28 миллионов. Ну, как сказать, ну, в принципе, неплохо. Так, урон его повышается. Сейчас лечим. Вообще-то неплохо идем. Вот, сейчас нужно... Ага, все. Еще у нас остался навык Барнаби, неиспользованный. Но я пока так постою. Вот, можете видеть, что вот так можно делать. То есть этот босс практически не наносит урона. Вот прям становитесь в центре. И все. И все герои ваши живы. Можете так, ну, где-то секунд 40 стоять. Этому боссу я наносил 90 миллионов урона. Ну, в среднем сейчас, ладно, пусть будет 88, просто для видео. Можете видеть, то есть Пеги, я говорю, наносит меньше всех урона. Поэтому вместо Пеги вы можете поставить, чтобы еще сильнее увеличить свой урон, поставьте Елену, 6 звезд. Вместо Джинши тоже поставьте, например, Соню. Вот таких сильных героев. Если меня здесь кто-то обойдет, то я также поставлю, поменяю, и можно будет на видео записать. Но вот такой состав. Значит, повторюсь, если у вас нет Пеги, вы не покупали VIP, вы ставите сюда Елену. Если у вас нету Свена, вы ставите Соню, тоже все качаете до 80 уровня, а все остальные герои у вас есть. Ну, если у кого-то нет героя защиты Дарья, ну, Барнаби вы, понятно, ставите. Вместо Дарья какого-нибудь, ну, ту же самую Дженши. Ну, увидите, что по урону Дарья неплохо наносит. Так что, в принципе, если вы давно играете, я вот его лично ни разу не покупал, просто он из таверны мне все время выпадал. Ну, если вы не будете, выбирайте опять самого сильного героя, еще одного фиолетового. Если кто-то меня побьет, то я, повторюсь, поменяю вот эти герои, которые вы должны будете ставить, значит. Уэсли, мой фаворит. Дальше Елена, хорошо наносит урон на фермах. Далее люди говорят, Соня наносит хороший урон, у нее сила высокая, вот здесь вот показатель силы. Ну, по поводу этих героев, они у вас вряд ли будут, Павел или Сюнхун, они не будут у вас 6 звезд, довольно редко падают. Ну и вот Барнаби. То есть вот эти вот герои, их вы все ставите. Если у вас нет кого-то из перечисленных, вот Пеги или же, ну, Дарья. А, кстати, тем временем я стал здесь топ-1 по силе. То есть я обошел ту девушку, которая задонатила, вот, чтобы у нас подняться, она задонатила целых $2000, а в сумме общий ее донат в игру больше $30 000. Я потратил, точно могу сказать, ну, раз в 7 или в 8 меньше на эту игру. В районе $5000 это максимум, если так все посчитать вообще за год игры. Были только самые основные покупки и все, то, что влияло на статистику. Вот такие дела, так что вот грамотно играем, и видите, уже сейчас скоро будет миллиард мощи. Обратите внимание, что миллиард мощи у меня будет совсем скоро, когда я буду ставить новое снаряжение, а оно у меня уже есть. То есть у меня с рулетки все, без, ни доллара я не потратил, чтобы купить. Можно было покупать, как я вам говорил в предыдущем видео, 3 плюс 1 по этой акции деньги тратить. То есть один комплект, ну, несколько свитков, там 7, что ли, да, 7 вам дают бесплатно. И 3 раза по 7 покупаете. Но нет, у меня все выбрал с рулетки, то есть раз, два, 200, и плюс еще 327, значит, 527 свитков мне выпало, осталось еще 73 свитка, и я буду сразу же полный комплект снаряжения. То есть если у вас нет 600 свитков, вы сейчас их не используете. Купите именно 600, чтобы бонусы от нового набора перекрыли бонусы от старого снаряжения, так как сейчас старое выигрывает в сумме по совокупному бонусу. Все, ребят, всем пока, увидимся.